Приветствую вас, мои дорогие зрители! Продолжим наш рассказ об одном из старейших городов Латвии – Лимбаже. А начнем мы от лютеранской церкви святого Иоанна, построенной в 1680 году, которая наряду с развалинами замка является наиболее старыми постройками города. Последний раз город был практически полностью разрушен в 1747 году в результате пожара. Таким образом, исторический центр Лимбажи состоит из зданий XVIII века. Трудно поверить, что когда-то этот город был членом Ганзейского союза, и где находилась одна из резиденций рижского архиепископа. В средние века город был вторым по значимости после Риги, а во времена Ганзы был самым крупным региональным торговым центром, в котором проходили различные торговые ярмарки. Каменная евангелистская лютеранская церковь построена по проекту мастера-строителя Руперта Винденшу, который более известен как создатель церкви Святого Петра в Риге. В интерьере церкви есть ценные предметы искусств разных стилей – алтарь, кафедра и другие не менее ценные предметы церковного убранства. Но сегодня речь пойдет об одном из самых красивейших православных храмов Латвии. Православный приход был открыт в тогдашнем Лемзеле в 1822 году, а через 6 лет на средства казны и частные пожертвования начали строить небольшую каменную церковь. И уже в 1830 году, 30 мая, храм был освящен во имя святого князя Александра Невского. Старый храм хоть и каменный, но был низкий и тесный и не удовлетворял нуждам многолюдной общины. Поэтому в 1901 году по благословению священнику Агафангела в Лемзеле был заложен новый большой и величественный храм. Храм строился по проекту известного на то время и талантливого архитектора Владимира Лунского и стал самым большим православным храмом Видземе. В 1937 году храм в Лимбаже был переосвящен в честь Преображения Господня. Лимбажская церковь действовала и в советские годы, причем в 1983 году храм был даже отремонтирован. А уже в наше время, в начале 2000-х, были проведены грандиозные ремонтно-реставрационные работы. В 2007 году для церкви были приобретены 6 новых колоколов, в освящении которых участвовал гость прихода протоиерей Сергий Гаркловс, потомок известного церковного иерарха 20-го столетия, архиепископа Иоанна, с которым тесно связана история возвращения Тихвинской иконой Божьей Матери. Янис Гаркловс родился в этих краях. Именно здесь будущий архипастырь начинал свое служение церкви в должности псаломщика. Во время Второй мировой войны икона была вывезена немцами из Тихвина в Ригу. Италия проделала непростой путь, чтобы вернуться в 2004 году назад в Тихвинский монастырь. Икона возвращалась в Россию через Ригу, где великое множество народа пришло поклониться ей. Более подробная история возвращения иконы в описании под видео. Сегодня Лимбажский приход является одним из лучших в Видземе. Богослужение здесь совершается на 2 языках – церковно-славянском и латышском. 2 августа 2008 года в Преображенском храме города Лимбажи впервые в Латвии был проведен фестиваль колокольного звона. Будучи в этих краях, не проезжайте мимо этого спокойного и размеренного провинциального городка, где кроме руин средневекового замка и церквей можно увидеть настенное искусство в старой ратуше. Здесь можно неспешно прогуляться вдоль деревянных зданий XVIII века, посетить музей пожарных и музей серебра, где хранится самое большое серебряное произведение искусства в Балтии. Ну вот как-то так. Огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока-пока.